Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Россия прикрутит поставки казахстанской нефти в Германию. Поставки казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба», которые шли в Германию с 1 мая, будут идти по другим направлениям, заявил вице-премьер России Новак. Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккедженов информацию подтвердил. Последствия для нескольких регионов Германии могут быть фатальными. Тем временем первая партия нефти по «Дружбе» поступила в Венгрию и Словакию. Борис Леонидович, пожалуйста, прокомментируйте данный интересный треугольник взаимоотношений. Интриги вокруг дружбы. Как там в детской песенке было: «Дружба крепкая нам нужна», да? Что касается поставок в Венгрию и Словакию, да, все в порядке. И то, что мир действительно сходит с ума, просто прочитайте новость. В связи с тем, что восстановлены поставки российской нефти в Словакию и Венгрию, Словакия и Венгрия согласились с 20-м пакетом санкций против России. На мой взгляд, абсурд полный, но тем не менее. Важно ли этот объем поставок для России? При условии того, что если округлить цифры, то поставки российской нефти на экспорт в прошлом году составили порядка 250 миллионов тонн, в Венгрию и Словакию общие поставки 10 миллионов тонн. То есть сказать, что это вообще ничего не значит, неправда. Сказать, что это очень важно, тоже нельзя. Но есть такие поставки и есть. Сколько они продлятся, с учетом того, что отношения в треугольнике Брюссель, Киев и две восточноевропейские столицы все равно остаются секретом. Сегодня Венгрия и Словакия решили, что можно принимать 20-й пакет санкций, можно положительно решать вопросы о кредите киевскому режиму, а послезавтра состоится очередная бомбардировка. Есть такая версия, ее никто не отрицает. Причем с учетом того, что происходит с тем количеством БПЛА, которые летят на нашу территорию, на территории самой Украины все в порядке. А вот где-то в России что-то упало на нефтеперекачивающие агрегаты. На той же самой «Дружбе» и будет ровно то же самое. Но это пусть об этом размышляют, разумеется, в Венгрии и в Словакии. Пусть об этом размышляют в Киеве, хотя Киев, по-моему, не размышляет, какую команду получит, такую и выполнит. В Венгрии и Словакии, да, это необходимо. Версия о том, что именно нефтепродукты, производимые в Венгрии и Словакии, отправляются в баки бронемашин киевских, давайте просто к числам вернемся. Что удобно при подсчетах, заводы как в самой Венгрии, так и в Словакии принадлежат венгерской государственной компании МОЛ. Так что, да, политическое разделение есть, но хозяйствующий субъект ровно один. Если посмотреть на итоги прошедшего года по объему производства нефтепродуктов в Венгрии и Словакии и на объем потребления нефтепродуктов в Венгрии и Словакии, дефицит очевиден. То есть, на самом деле, и Словакии, и Венгрии приходится импортировать часть топлива из-за рубежа. Поэтому определить, что именно попадает в баки немецких, хотел сказать немецких, но какая разница, украинских танков, сказать крайне сложно. Для того, чтобы Венгрия и Словакия неожиданно перекрыли эти поставки, я не знаю, что должно произойти. Внутри Европейского Союза свободную торговлю никто не запрещал, и неважно, кто там во главе Венгрии, нынешний премьер-министр Орбан, готовый вот-вот принять присягу после подведения официальных итогов выборов Морьер, они не могут даже собственные венгерские компании остановить от того, что где-нибудь, не знаю, в условной Австрии какая-то частная компания подешевле купила партию топлива и продала его Украине. Ничего с этим сделать нельзя. Так что говорить, что именно российская нефть становится топливом для бронетехники Киева, можно, но все равно с некоторой натяжкой получится. Это что касается истории с южной веткой дружбы. Есть еще северная ветка дружбы, которая уходила через территорию
Белоруссии на территорию Польской Народной Республики, а оттуда на территорию Германской Демократической Республики. Названия поменялись у всего, кроме нефтепровода «Дружба». Власти приходят и уходят, а дружба остается на месте. Напомню, что в свое время, когда принимали европакеты относительно поставок российской нефти, было сделано исключение для трубопроводных поставок, и Словакия с Венгрией от этого отказываться не стали. Чехия отказалась, она тоже по южной ветке получается. А Польша вместе с Германией дружно отказались от работы северной ветки. Причина не очень понятна, но это, опять же, пусть в Европе разбираются. То, что заводу в Швейце теперь не хватает нефти, это было ясно с самого начала. Если нет поставок по дружбе, рядом с которой этот завод и был построен, то остаются варианты только морских поставок. Ближайший порт немецкий Росток, он маломощный, и тот объем, который заводу в Швейце нужен, он просто не вытянет. Физически, тем более, что там долгосрочные контракты, он надолго запитан. Была уверенность, что нефть пойдет через Гданьск, там значительно более мощный порт, и есть трубопровод, связывающий Гданьск и Швед. Но дальше выяснилось, что не так все просто. У поляков время от времени происходят плановые предупредительные ремонты, то в порту, то на трубопроводе, то еще что-нибудь случается, то тарифы вдруг вырастают. Но это дружба многовековая между Польшей и Германией, она продолжается в разной форме. Основная версия, вот та сейчас, которая ходит, вот этими действиями польский государственный концерн «Орлен» заставляет снижаться стоимость акций завода в Шведте. Завод, который был украден Германией у Роснефти, по их германским законам должен сейчас идти на приватизацию. Может быть, вот такое решение Орлен потихоньку набирает силу. Напомню, что у него нефтеперерабатывающие заводы не только у себя в Польше, но и в Чехии. Еще один завод. Чего же отказываться, если можно не задорого купить? В Литве еще заводик есть. То есть Орлен постепенно становится такой крупной компанией, что скрывать. По каким причинам прекращены поставки в Германию, ну, не раскрыто. И даже министр энергетики Казахстана тоже всего лишь предполагает. Официальной какой-то версии пока не выдвинута. Та версия, которая ему кажется правдоподобной, проблема в связи с нанесением ударов БПЛА и прочими летающими агрегатами по инфраструктуре энергетической России, то, что летит из Киева, где-то не очень удачно прилетело. Что на деле? Ну, давайте вспомним хронологию. 22 апреля, когда все эти новости сыпались, сначала приходят новости из Брюсселя о том, что Венгрия и Словакия перестали блокировать 20-й пакет санкций, выдачу кредита Киеву. Ближе к концу дня приходит сообщение о том, что поставки в Германию будут прекращены по неким техническим причинам. Если бы это действительно наносило какой-то серьезный урон интересам Казахстана, мы бы, наверное, услышали какую-то более жесткую реакцию из Астаны. Если учитывать, что нефть Казахстана – это не нефть, принадлежащая Республике Казахстан, доля государства Казахстан в добычных проектах Тенгиз, Карачаганак, Кашаган не выше 20%. Оператора западная, если мы говорим о Тенгизе, то это компания «Шеврон». Если «Шеврон» обнаруживает, что у нее не идет контакт с заводом в Швейце, ну, наверное, «Шеврон» бы как-то реагировал. Прошло больше суток, никакой новой реакции из Казахстана нет, правительства Казахстана нет, Казмунайгаза, государственной компании, нет, компании-операторов мы не слышим. Это достаточно странно, потому что в тех условиях, в которых Казахстан находится, географию никто не отменял. В прошлом году порядка 70 миллионов тонн нефти было экспортировано, даже больше, под 80. Основной объем идет через КТК, Каспийскую трубопроводную
консорциум, который неоднократно уже подвергался ударам, и были перерывы в поставках, и доходило до того, что «Шеврон» вынужден был останавливать добычу на Тенгизе. И начиная с того момента, как удары стали наноситься, Казахстан старается изо всех сил найти еще хоть какие-то варианты экспорта. Да, объем, который планировался на поставки в Германию в этом году, 2,5 миллиона тонн, как бы немного, но для Казахстана вот такие дополнительные какие-то возможности, пусть небольшие, но они должны быть. Приблизительно такой же объем идет через Каспий и отправляется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Какие-то объемы удается поставлять в Китай. Там нефтепровод, который есть, у него годовая транзитная мощность до 20 миллионов тонн в линейной части. 10 миллионов тонн уже занято контрактом между Роснефтью и китайским заказчиком. Идут переговоры о том, чтобы поставить новые перекачивающие станции и поднять еще до 2,5 миллионов тонн. Но теоретически, разумеется, Казахстан туда может тоже войти, мощности позволяют. Другой вопрос, что переговоры с Китаем о наращивании объемов, о стоимости нефти – это непростой процесс. Я надеюсь, никому напоминать не надо, что Китай, мягко будет сказано, не самый легкий партнер, не так просто с ним договориться. И вот сейчас, 4 месяца, чуть больше, треть года, если поставки шли в одном режиме, то из запланированных 2,5 миллионов тонн удалось где-то 800 тысяч тонн прокачать. Можете пересчитать в барреле, умножьте на 7,3, вот то, что есть. Но тишина, тем не менее. Как вариант, это в буквальном смысле просто версия, никем ничем не подтвержденная. За то время, пока не работала южная ветка, благодаря шантажу со стороны, очевидно, Брюсселя, выполненную руками Киева, не поставлять нефть в Венгрию перед выборами с тем, чтобы снизить шансы Орбана на победу. Это было достаточно очевидно. Все это время тишина полная. Якобы идет ремонт нефтепровода, при этом никаких повреждений никто так увидеть и не смог, ни из космоса, ни каким-то еще методом. Надо было верить на слово. Раз в Киеве сказали, что труба поломалась, значит, так она и есть. Хватило бы этого времени для того, чтобы изменить контракты между нефтедобывающими компаниями Казахстана и, допустим, компанией МОЛ. Более 2 месяцев на это было. Может быть, все выглядит немножко иначе. Может быть, теперь именно казахстанская нефть будет отправляться в Венгрию и Словакию, а Германия будет двигаться к своему светлому зеленому будущему нашими стараниями. Я не считаю, что это какой-то урон руками России по отношению к Германии. Я считаю, что если поставки нефти туда прекратятся, то это на самом деле большая помощь. Германия хотела зеленую экономику, она получит зеленую экономику, все в порядке. Так что надо просто посмотреть, подождать. Нарушение контракта без предоставления какой-то альтернативы, то есть, уважаемое немецкое правительство, вам шла нефть из Казахстана, а теперь не будет идти никакой. Наверное, какая-то реакция должна быть и из Германии. Для Германии, конкретно для нефтеперерабатывающего завода в Швеции, потеря 15% поставки, если смотреть итоги прошлого года. Из Казахстана поступило 2,15 миллиона тонн в течение года. Это порядка 15% того, что может перерабатывать НПЗ в Швеции. Наверное, какая-то реакция из Германии должна быть. Опять же, подождем. С одной стороны, мы помогаем им перейти к зеленой экономике, с другой стороны, известно, что у нас происходит с мировыми ценами на нефть. И исчезновение одного из контрактов, одного из вариантов поставок, мне кажется, что Германия должна как-то отреагировать. Так что подождем. Ситуация в динамике.
Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на наш канал в Макс, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации и исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.